12 тысяч лет назад на вершине холма в юго-восточной Турции люди без металла, без колеса и без городов подняли каменные столбы высотой до 6 метров и весом до 20 тонн каждый. Они не жили здесь постоянно. У них не было зерновых хранилищ и оросительных каналов. Они еще не придумали гончарного круга. По старой логике исторического прогресса они просто не должны были уметь делать ничего подобного. Но столбы стоят. И они стоят именно здесь. Что заставило охотников и собирателей каменного века организоваться ради постройки, которая не давала им ни еды, ни тепла, ни укрытия? Кто решал, что строить? Кто кормил строителей? И главный вопрос, который меняет все, может быть, мы неправильно понимаем, с чего начинается цивилизация. Место называется Гёбекли-Тепе. В переводе с турецкого «холм с пупком». Это имя дали ему местные жители задолго до того, как кто-то понял, что именно скрыто под этим холмом. Под поверхностью земли остаются еще десятки нераскопанных структур. Раскопано меньше 5% объекта. То, что мы знаем сейчас, только начало. Гёбекли-Тепе находится в Верхней Месопотамии, в провинции Шанлы-Урфа, на юго-востоке современной Турции. Это край плодородного полумесяца, территории, которую историки традиционно называют колыбелью земледелия. Объект относится к докерамическому неолиту, периоду X-IX тысячелетий до нашей эры. Радиоуглеродный анализ органических остатков, найденных в слоях раскопок, показывает, старейшие структуры комплекса были возведены около 12 тысяч лет назад. Для сравнения, Стоунхендж моложе Гёбекли-Тепе примерно на 7 тысяч лет. Пирамида Хеопса примерно на 8 тысяч лет. В 2018 году ЮНЕСКО внесло Гёбекли-Тепе в список всемирного наследия, признав его исключительную универсальную ценность. Систематические раскопки начались в 1994 году. Немецкий археолог Клаус Шмидт из Германского археологического института провел на этом холме больше 20 лет, вплоть до своей смерти в 2014 году. Именно он первым понял, что перед ним не просто поселение и не средневековое кладбище, каким холм считался прежде. Он понял, что перед ним намеренно построенный ритуальный комплекс невиданного для своего времени масштаба. До Шмидта холм считали малозначимым. Американская экспедиция 1963 года осмотрела его и прошла мимо, приняв выступающие камни за остатки средневековых надгробий. Это была одна из самых дорогостоящих ошибок в истории ближневосточной археологии. Клаус Шмидт приехал на холм в 1994 году. У него было описание американской экспедиции и стойкое ощущение, что кто-то не досмотрел. Он начал с поверхностного обследования. Кремниевые отщепы, разбросанные в большом количестве, указывали на долгую человеческую активность. Затем под землей стали проступать первые контуры. Когда лопата углубилась в холм, обнаружились не хаотичные обломки, а правильные геометрические структуры, круглые и овальные ограждения диаметром от 10 до 30 метров, выложенные из каменных блоков. А в центре каждого ограждения стояли пары высоких Т-образных столбов из известняка, обращенных друг к другу. Т-образная форма, по-видимому, не случайна. Горизонтальная перекладина похожа на стилизованную голову, вертикальная часть — на тело. На поверхности некоторых столбов вырезаны руки, согнутые в локтях, и пояс. Это не просто камни, это фигуры. Безликие, но антропоморфные существа, которые стоят и будто смотрят. Вокруг них животные. Лисицы, змеи, кабаны, журавли, утки, скорпионы, пауки. Рельефы плотные, живые, иногда тревожные. Это не орнамент ради украшения. Это язык. Символический, ритуальный, пока не до конца расшифрованный. Шмидт копал 20 лет. Он раскрыл несколько круговых ограждений. У каждого своя конфигурация столбов, своя иконография, свой масштаб. Самые монументальные столбы находятся в одном из центральных ограждений. Их высота около 5-6 метров. Вес каждого до 20 тонн.
Георадарные исследования, проведенные в 2003 и 2012 годах, показали, под поверхностью холма скрыто еще не менее 16 подобных ограждений. Площадь всего объекта около 9 гектаров. Раскопано меньше 5%. Гюбекли-Тепе – это не то, что мы уже нашли. Это то, что мы только начинаем видеть. Самое неудобное в Гюбекли-Тепе – это дата. 12 тысяч лет назад на Земле не было ни одного города. Не было письма. Не было государств. Даже земледелие в этом регионе появилось позже, примерно через 1000–1500 лет после старейших структур комплекса. Люди, построившие Гюбекли-Тепе, были охотниками и собирателями. Анализ костных остатков из раскопанных слоев, опубликованный группой исследователей под руководством зоолога Йориса Петерса из Мюнхенского университета, показал, в пищевых отходах вокруг строений преобладают кости газелей и диких быков. Никаких одомашненных животных, никаких культурных злаков. Это охотники. Они не сеяли поле. Они уходили за добычей в степь и возвращались с мясом. Тогда кто кормил строителей? Как сотни людей могли быть организованы для транспортировки и подъема таких блоков без постоянного поселения, без запасов, без административной структуры? В исследованиях по этой теме обычно подчеркивают, каменоломни, откуда добывали известняк, находились в нескольких сотнях метров от комплекса. Там до сих пор лежат незаконченные столбы. Один из них, длиной около 7 метров, так и остался в скале, не вырубленный до конца. Судя по следам работы, использовались каменные орудия. Металла не было, колеса не было, только руки, камень и веревка. Клаус Шмидт сформулировал гипотезу, которая перевернула привычную последовательность. Возможно, не земледелие создало условия для ритуальной архитектуры. Возможно, все было наоборот. Ритуальные собрания у таких мест могли создать потребность в постоянном обеспечении едой. А эта потребность, в свою очередь, могла стать одним из стимулов для одомашнивания растений и животных. Эта гипотеза не доказана окончательно, но она объясняет важную деталь. Старейшие следы доместикации дикой пшеницы-однозернянки были найдены именно в радиусе 30 километров от Гюбекли-Тепе. Коллективный ритуал мог опередить земледелие. И, возможно, именно ритуал помог его породить. Попробуем почувствовать масштаб не через числа, а через конкретную задачу. Один из центральных столбов весит около 20 тонн. Это примерно вес 4 взрослых слонов. Камень добыт в известняковой скале в нескольких сотнях метров отсюда. Его нужно было отколоть, обработать, придать ему Т-образную форму, вырезать рельефы и доставить к месту установки по неровной степной поверхности. Без металлических инструментов, без колеса, без тягловых животных. Современные инженеры, моделировавшие перемещение подобных блоков с помощью примитивных технологий, пришли к выводу: при наличии деревянных санок, веревок и достаточного количества людей это выполнимо. Но достаточное количество – это не десяток человек. Это несколько сотен. Сотни людей пришли сюда не за едой и не за защитой. Они пришли ради чего-то, что нельзя потрогать. И это делает задачу другого рода. Не инженерной, социальной. Чтобы 200 человек пришли в одно место, договорились, распределили роли и месяцами работали ради постройки, которая не дает урожая и не защищает от зверя, нужна общая идея. Или общий страх. Или общая история, рассказанная достаточно убедительно, чтобы человек оставил охоту и пришел тесать камень. Вот что действительно поразительно в Гюбекли-Тепе. Не только размер столбов, не только их возраст, а то, что их существование требует объяснения не технологического, а человеческого. Что именно держало этих людей вместе? Какой рассказ они разделяли? Мы не знаем, но камни все еще здесь. Гюбекли-Тепе ломает удобную схему. Долгие десятилетия историки описывали путь цивилизации как последовательность. Сначала земледелие, потом оседлость, потом избыток еды, потом специализация труда, а уже после ритуалы, монументы, религия и искусство. Сложное общество казалось результатом материального прогресса.
Гёбекли Тепе предлагает другую версию. Что если сложная символическая жизнь, общие мифы, ритуальные собрания, монументальная архитектура появилась не после материального фундамента, а до него, или вместе с ним, или как его условие? Это не просто академический вопрос о последовательности событий. Это вопрос о природе человека. Мы привыкли считать, что люди сначала решают проблему выживания, а потом, если остается время, начинают думать о смысле. Гёбекли Тепе намекает на другое. Потребность в смысле, в общем пространстве, в символическом действии – не роскошь, добавленная к жизни после. Она была встроена в нее с самого начала. Что именно происходило в этих круглых ограждениях? Были ли это места массовых собраний, места захоронения или почитания предков? Астрономические обсерватории? Пространства, связанные с охотничьими ритуалами перед выходом на добычу? Ни одна из этих гипотез не доказана окончательно. Некоторые исследователи указывали на возможную астрономическую ориентацию отдельных структур, но данных пока недостаточно для однозначного ответа. Следы перов, большое количество костей со следами разделки, говорят о том, что люди здесь ели и пили. Это было место встречи живых. Но с кем именно они встречались? С богами, с предками, с другими общинами? Пока неизвестно. Хорошая история часто сопротивляется простому объяснению. Это одна из них. Мы начали с вопроса, как охотники и собиратели каменного века построили монументальный ритуальный комплекс, не имея ни металла, ни письма, ни городов. Теперь мы можем ответить точнее, и вопрос при этом стал только интереснее. Они построили его, потому что умели делать то, что не требует технологий – собираться вместе ради общей идеи. Это и есть одна из самых сложных человеческих способностей – неумение обтесывать камень. Умение убедить другого человека, что этот камень стоит обтесывать. Современные исследования Гёбекли Тепе, продолжающиеся под руководством Ли Клэра из Германского археологического института, все больше сосредоточены не на отдельных структурах, а на динамике комплекса. Как он менялся со временем? Почему старые ограждения намеренно засыпали и накрывали новыми? Это не похоже на разрушение, скорее на консервацию. Люди сохраняли то, что построили предшественники, и строили поверх. Что именно они хотели сохранить? Память? Доступ к священному месту? Право на территорию? Если гипотеза Шмидта верна, то Гёбекли Тепе – это точка, в которой можно увидеть, как коллективный ритуал становится социальным клеем. Люди из разных общин собирались здесь, работали вместе, делили пиры, возможно, обменивались историями и партнерами. Так возникали сети доверия и обязательств. А эти сети могли оказаться первичной инфраструктурой того, что мы называем цивилизацией. Не стены делают город. Сначала люди должны поверить, что им стоит жить рядом. Холм в Шанлы-Урфе сейчас накрыт огромным защитным навесом. Туристы ходят по деревянным помостам над раскопами. Столбы смотрят вверх. Туда же, куда смотрели 12 тысячелетий назад. Есть искушение назвать Гёбекли Тепе невозможным местом и остановиться на этом. Но это было бы не точно. Невозможным оно кажется только тогда, когда мы начинаем с неправильного предположения, что древние люди были проще нас, что они думали только о еде, что символическое мышление пришло к ним поздно и дорогой ценой. Гёбекли Тепе говорит другое. Символическое мышление было с нами с самого начала. 12 тысяч лет назад кто-то посмотрел на известняковую скалу и увидел в ней не просто материал, а возможность. Возможность построить место, которое сделает встречу с другими людьми из другого лагеря, с другой реки, с другим диалектом, не случайностью, а ритуалом, чем-то важным. Чем-то, ради чего стоит идти несколько дней по степи. Мы не знаем их имен. Мы не знаем, как они называли то, что строили. Мы не знаем, что именно стояло в центре их системы смыслов. И стояло ли там вообще что-то персональное, как боги у более поздних народов. Мы знаем только то, что они пришли, снова и снова, поколение за поколением, и каждый раз поднимали новый камень.
Иногда цивилизация начинается не с хлеба и стен. Она начинается с общей идеи, ради которой люди готовы работать вместе. Холм с пупком стоит уже 12 тысяч лет. Он все еще ждет, пока мы его дочитаем.